Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня мы готовим настоящий домашний украинский борщ, но с маленьким необычным штрихом – копчеными грушами. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, берем примерно 150-200 граммов сала. Можно соленого, можно не соленого. И нарезаем его аккуратными средними кубиками. Желательно, чтобы кусочки были примерно одного размера. Так они будут вытапливаться и поджариваться равномерно. Я буду готовить борщ на мангале, поэтому ставлю казан на огонь и выкладываю в него нарезанное сало. Накрываю казан крышкой и периодически помешивая, вытапливаю из сала жир. Пока сало вытапливается, можно подготовить мясо для борща. Я сегодня буду использовать 1,5 килограмма вот такой вот борщевой телятины в виде мяса на ребрах. Нарезаем телятину на порционные куски, отделяя одно ребро от другого. Отмечу, что вместо телятины можно использовать как свинину, так и любую птицу. Главное, чтобы мясо было на кости, чтобы бульон получился наваристым, а борщ особенно сытным. Проверяем, как там себя чувствует сало в казане. Если шкварки уже подрумянились и стали хрустящими, достаем их. Шкварки не выбрасываем, они нам еще пригодятся немного позже. Нарезанную телятину отправляем прямо в вытопленный жир. Время от времени аккуратно перемешиваем мясо и даем ему хорошо обжариться. Когда мясо покрылось аппетитной золотистой корочкой, заливаем его 2–2,5 литрами воды. Накрываем казан крышкой и доводим его содержимое до кипения. Как только вода закипит, снимаем пенку. Теперь пришло время для копченой груши. На данном этапе мы добавляем в казан 5 штук, чтобы уже сейчас груши начинали отдавать бульону легкую сладость и нежный дымный аромат. Накрываем казан крышкой и оставляем бульон вариться на медленном огне 1,5–2 часа. Через это время достаем из бульона и мясо, и груши. А вместо мяса добавляем в бульон 600–700 граммов капусты, которую предварительно необходимо нарезать. Я шинкую капусту не очень крупной, но и не мелкой соломкой, но вы можете нарезать ее так, как вам нравится. Теперь нам понадобится 500–600 граммов картофеля, который предварительно необходимо нарезать средним или крупным кубиком. Отправляем картофель в казан вслед за капустой и берем 100–125 граммов свеклы, которую предварительно необходимо натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Добавляем тертую свеклу в общий казан и берем еще 5 штучек копченой груши, которые также предварительно необходимо нарезать или тонкой соломкой, или тонкими полукольцами, чтобы эта груша не только усилила вкус и аромат использованных ранее груш, но и успела стать мягкой. Добавляем груши в общий казан и хорошо все перемешиваем. Накрываем казан крышкой и оставляем овощи и груши вариться на среднем огне в бульоне на протяжении 15–20 минут или до полной готовности картофеля. Пока овощи варятся, готовим борщевую заправку. В сковороду наливаем 40–50 мл любого растительного масла или другого жира. Затем берем 150–200 граммов лука, который предварительно необходимо нарезать средним кубиком. Добавляем лук в сковородку и обжариваем его до золотистого цвета. К обжаренному луку добавляем 100–150 граммов моркови, предварительно натертую на крупной терке или нарезанную тонкой соломкой. Помешиваем морковь с луком и обжариваем ее 2–3 минуты, чтобы морковь стала мягкой, но сохранила яркий цвет. Теперь нам понадобится свекла, еще 100–125 граммов. Ее также нужно предварительно натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Добавляем свеклу в сковородку, перемешиваем с луком и морковью и обжариваем на протяжении 2–3 минут, чтобы свекла стала мягкой, но сохранила свой цвет. Следующий ингредиент – 70–100 граммов томатной пасты.
Добавляем томатную пасту в сковородку с обжаренными овощами и, постоянно помешивая, обжариваем ее на протяжении 1-2 минут. Затем вливаем в сковородку 600-700 мл домашнего томатного сока и хорошо все перемешиваем. Если сока нет, то можно добавить еще 50-60 граммов томатной пасты и 600-700 мл воды. Периодически помешивая, тушим борщевую заправку на протяжении 5-10 минут, пока почти вся жидкость не выпарится. В это время проверяем степень готовности овощей в казане. Как вы видите, картофель уже готов, значит, можно готовить борщ дальше. Тем более, что и борщевая заправка к этому времени тоже приготовилась. То есть вся лишняя влага из нее испарилась, и она стала вот такой вот густой и концентрированной. Добавляем нашу борщевую заправку в казан с основой борща и хорошо все перемешиваем. Теперь пришло время вернуть в казан куски отварной телятины. Но сначала уберем груши, с которыми мясо варилось. Они уже отдали свой вкус и аромат, поэтому больше не нужны. По желанию вы можете удалить и кости, оставив чистое мясо. Но, если у вас, как у меня, ребрышки, можно этого не делать. Еще раз хорошо перемешиваем борщ. И только теперь добавляем в него по вкусу соль и черный молотый перец. Снова хорошо перемешиваем борщ. Накрываем казан крышкой и даем борщу потомиться еще 5-10 минут, чтобы ароматы и вкусы всех ингредиентов успели объединиться. Остался последний штрих. Нарезаем около 20-30 граммов свежей зелени, укропа и петрушки и отправляем их в общий казан. Последний раз все хорошо перемешиваем, накрываем казан крышкой и снимаем его с огня. А потом оставляем борщ в покое на 10-15 минут, чтобы он настоялся. В это время можно приготовить пасту из шкварок. Берем шкварки, которые остались у нас от вытопленного в самом начале сала, и перекладываем их в чашу блендера. Сюда же добавляем 5-6 веточек укропа и петрушки, 2-3 зубчика чеснока и 1 чайную ложку паприки. А теперь просто перетираем это все в ароматную пасту, которую можно использовать и как заправку в борщ, и как намазку на хлеб. Ну и кульминация всего – подаем наш ароматный, насыщенный и очень вкусный борщ. Обязательно вместе с чесночной пастой, сметаной и пампушками. Куда же без них? Борщ с копчеными грушами всегда получается невероятно глубоким, насыщенным и по-настоящему домашним. Независимо от того, готовите вы его на мангале или на обычной плите. Каждая ложка такого борща не только согревает и насыщает, но и навевает теплые воспоминания детства и юности. Отдых в селе у бабушки, посиделки у костра с родными или поход с друзьями в лес. Согласитесь, все это стоит того, чтобы немного потрудиться и приготовить такой борщ. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!